Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Был у меня небольшой перерыв в съемках. Не очень хорошо я себя чувствовала, поэтому спасибо вам за терпение, за ваши комментарии, за слова поддержки. А еще раз напоминаю, что мой канал посвящен предсказаниям, гаданиям. Кто первый раз заглянул на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Мне будет очень это важно и приятно. Тема нашего расклада будет такая. Действия вашего мужчины в ближайший месяц. Вот настраивайтесь, пожалуйста, на мужчину, да, настраивайтесь на его энергию, думайте о нем, чтобы максимально нам сонастроиться. А мы посмотрим, какие же действия в ближайшее время будут в отношении вас, ну, в принципе, от этого мужчины, загаданного вами. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я читаю в общем, но каждый, кто смотрит мой расклад, услышит именно то, что касается конкретно его в момент расклада. Вот когда вы его открыли, когда вы его нашли, стали смотреть, именно тогда вы услышите то, что касается вас. Итак, начнем его действия к вам. Вот это ближайшее время. Загадывайте срок сами, да, ближайшее. Ну, давайте возьмем месяц и будем смотреть. Итак, мужчина ваш. Ой, мужчина ваш стоял перед каким-то выбором, видите, который не смог сделать, не смог как-то правильно повести себя. Не принял решение, да, не повел себя так, как вы ожидали, правильно, может быть, да, как вам хотелось бы, как нужно было, да, может быть, ждал чего-то, проявил, возможно, эгоизм. Здесь мужчина проигрывается водной стихии по основному знаку, по асценденту, либо мужчина, который был занят исключительно своим внутренним миром, своими чувствами, достаточно эгоистично подходил ко всему, да, ставил себя на первое место. Такое тут тоже может быть. Отпишитесь, кстати, какой у вас вариант здесь проигрывается по гороскопу, либо по описанию, да, такой вот романтичный, творческий мужчина, да, сочувствующий, такой вот хороший друг, сочувствующий, может быть, да. Вы знаете, ну, он вас не забыл, мужчина-то, и если вот вы не вместе сейчас, а если вместе, он любит вас, здесь любовь у вас, причем уже, как бы, ну, вам есть что вспомнить, скажем так. И вы знаете, действовать он, скорее всего, планирует. То есть он думает о том, что нужно действовать как-то решительно, решать вопрос, прояснять его, разговаривать, обсуждать, да, выходить на связь. Либо, может быть, если есть какие-то спорные вопросы, начинать обсуждать эти спорные вопросы, разрешать их. Почему? Потому что вы здесь очень такая волевая, яркая, влекущая, страстная, уверенная в себе, и такая действенная, да, волевая женщина. Женщина, которая может принять решение, которая точно знает, как она хочет, чего она хочет, которая готова вести, да, которая готова направлять. Вот вы здесь такая активная с ним. Скорее всего, может быть, даже, знаете, как вы больше лидировали, может быть, в этих отношениях, либо, да, были более, скажем так, более зрелые, именно не по возрасту даже, а вот как бы, да, по внутреннему своему личному состоянию, по состоянию души своей. Ну, а здесь он какую-то ревность проявил или что-то по переписке, да, здесь, может быть, отношения какие-то по переписке, ревновал, может быть, следил. И сейчас, кстати, скорее всего, продолжает следить и ревновать, может быть, расспрашивает у кого-то что-то про вас, потому что вот он вас видит женщиной, которая очень влекущая, очень яркая, очень красивая, очень страстная, думает о вас именно так и очень ревнует, боится потерять он вас. Но здесь вот, понимаете, какой-то он вот вообще думает о каком-то шансе, какие-то новые, может быть, возможности, какие-то новые предложения по заработку, по
развитию, надеяться на них, возможно, да, и чтобы вот именно вот эту ситуацию, которая сейчас образовалась в его жизни, сложная ситуация, да, болезненная для него ситуация, ситуация, с которой он пока не знает, как справиться, пытается, но не очень у него это выходит. Что же там такое? Ну, какое-то нестабильное у него положение, а стремится он к стабильности. Он хочет быть стабильный, хочет быть в паре, хочет в семье быть. Ему вот это важно быть не одному, да, здесь. Так, сдвинем, а то отсвечивает. Ему хочется вот именно быть уверенным, стабильной, а стабильности у него сейчас нет почему-то в жизни. Вот связано это, видите, с чем-то. То ли, может быть, кто-то что-то ему обещал, обманул, то ли, может быть, не складывается, как он хотел. Да, либо просто сложный период жизни, период каких-то лишений, период каких-то трудностей, меньше комфорта, меньше заработка. Такое тоже может быть. Ну и что-то здесь, понимаете, скрыто. Либо вы здесь от него отдалились, верховная жрица здесь проигрывается, да, отдалились, стали более холодные, либо, в принципе, боится он с вами чем-то поделиться, да, как будто вы вот далеки от него, холодная такая женщина. Женщина, кстати, интересуется эзотерикой, и вот в магии, может быть, да, тоже проигрывается. Здесь, ну, страсть у него, его просто безудержно тянет, он не понимает, что происходит, с чем это связано, да, здесь, здесь свыше вас направляют друг к другу, его, в частности, к вам влечет, вот именно потому, что, видимо, еще не закрыты какие-то кармические задачи. И вот это, от этого он, ну, как бы тяжело ему это, да, что он вот не понимает, ну что же, ну как же, ну почему ничего вот само собой не происходит. Да, давайте посмотрим, как же он будет действительно, думает, планирует, хочет. Давайте посмотрим, а как он будет все-таки действовать. Вот как он будет в реальности, покажите этот месяц, что вот будет происходить, как он будет действовать. Ну, он будет работать, может быть, здесь у кого давно не было общения, выйдет на связь с вами как-то. Ну, отношения ваши не закончатся, отношения будут развиваться, может быть, не так быстро, не так ярко, как хотелось бы, но он будет стараться развивать отношения. Почему? Ну, потому что хорошо ему с вами, да, если вот вы сейчас в отношениях, если не ну, как бы на расстоянии, то, скорее всего, будет писать, пытаться как-то вас на контакт вывести здесь, но при этом будет еще и о заработке думать, попытается разрешить конфликт, который есть, если есть между вами, те недомолвки, те какие-то спорные вопросы, гнать от себя, да, будет какие-то негативные мысли, хотя они тут будут у него в голове что-то, будет его мучить, морочить, да, никуда это не уйдет, какие-то мысли. Так что, если, знаете, бывает у вас, что одна и та же ситуация, один и тот же разговор, может быть, неприятный какой-то для вас, повторяется из раза в раз, то, наверное, вот здесь нужно будет отнестись больше, вы знаете, спокойнее к этому, если уже вы об этом беседовали. Эта тема для вас болезненна, вы оба это знаете, и он опять ее поднимет. Вот здесь вот у меня почему-то такой канал открылся, девочки. То не реагируйте, да, не идите на конфликт здесь, постарайтесь быть мудрее. Вот постарайтесь быть мудрее. Может быть, какая-то тут провокация, что-то будет. Кто-то, может быть, третий будет замешан, не знаю. Друзья, друг, мама, подруга, ну, кто-то. Не реагируйте на это. Потому что это, ну, скорее всего, ни к чему. Это как бы ни к чему это вам, скажем так. Да, какие еще действия? Ну, смотрите, любовь будет. Вот если вот это вот, вот этот вот диалог, разговор не выльется у вас в конфликт, а, скорее всего, вы его сейчас, зная, что уже есть, да, такая опасность, постараетесь предотвратить, то достаточно месяца-то будет в эмоциях, в чувствах, в любви. Паш чаш здесь.
лучшая карта в колоде, да, на любовь, на отношения, на чувства, на совместную любовь. Мужчина любит и будет, понимаете, вот идти на контакт, хотеть встречаться, хотеть общаться здесь, радоваться вместе жизни. Вот хочется ему этого, чтобы было все легко и радостно. Ну почему? Ну потому что любовь у вас совместная, понимаете? Любить любит. Даже если не говорит, что любит, очень любит, и вы его любите, и он вас любит. Ну, давайте еще смотреть, что еще будет делать. Ну, вы знаете, вообще вот резких каких-то изменений в вашей ситуации не ждите, потому что, скорее всего, вот вы будете вот так сидеть и ждать, а он будет вот так привязанно висеть, думать, размышлять и бездействовать. Ну, то есть какие-то действия, может быть, и будут, да, как вот у многих они будут, но не рассчитывайте на то, что сразу резко все изменится, да, и будет так, как там вы себе строите планы. Скорее всего, вот это пока так быстро не произойдет. У кого произойдет, кстати, напишите, пожалуйста, обязательно в комментарии. Искренне за вас порадуюсь, и мне это важно. Ну вот вы понимаете, вы для него звезда, прекрасная, где-то далекая, где-то холодная, но прекрасная, влекущая, как мечта, да, как пока что не осуществившаяся мечта. О вас он думает, о вас он мечтает, о вас он строит планы. И, в принципе, это время он будет продолжать, потому что любит. Десятка чаш, потому что любит, потому что хочет, будет хотеть быть с вами и хочет быть с вами. Я вам сказала, не готов не расстаться, не потерять. Ему комфортно, приятно, вы его любите, он вас любит, он любит вас. И очень хочет с вами быть. Ну, какие-то тут обстоятельства у кого, да. Напишите, кстати, какие у кого обстоятельства, что мешает вам быть вместе. Вот что мешает. Дно колоды у нас. Ну, это препятствия. Что-то мешает. Есть какие-то препятствия. Вот, смотрите, препятствия тут. Отношения, скорее всего, кармические. У кого-то замешан любовный треугольник, влюбленные, да, здесь. Может быть, это касается только тех, кто об этом знает. Мужчина, понимаете, может быть, еще не принял решение очень серьезно. Может быть, какая-то вот эта ситуация. Да, даже у тех, вот, кого касается тема влюбленного треугольника, ну вот эта ситуация как-то его, ну, скажем так, как это сказать, ценности его немного другие. Не хочет он в любовном треугольнике, понимаете? Вот тоже так может быть. А вы здесь хотите, чтобы он принял решение, да, вы здесь хотите, чтобы он действовал, вы достаточно жестко, и вы готовы, вы здесь королева мечей проигрываетесь, да, готовы и жестко говорите, и четко свою позицию высказываете, а он вот, может быть, как бы, да, и не готов еще к вашей четкой позиции, к тому, что, ну, уже давай как-то определись, решай. И, в принципе, что, ну, хватит уже, да, вот там мотать мне нервы уже, ну давай уже определяйся. Это нормально, да. Но вы знаете, вот кто ждет встречи с мужчиной, приезда, мужчина, скорее всего, должен появиться, объявиться, дать о себе знать однозначно. И те, кто не на расстоянии, встречаться он тоже будет, потому что хочет, потому что с вами он себя чувствует, как, знаете, завоевателем, победителем, уверенно. Вот видите, вы здесь пара, вы королева мечей, он рыцарь мечей. Тоже ревнует он вас, следит за вами, возможно, в соцсетях отслеживает. Или, может быть, отношения у вас по переписке. Такое тоже возможно. Будут развиваться эти отношения. Ну и вы посмотрите, скорее всего,
как-то должен стать поувереннее ваш мужчина. Маг здесь проигрывается, карта, да, старший аркан. Когда он обладает всем, все в его руках, это нужно ему просто увидеть, понять, что здесь на самом деле от него почти все зависит. То вы-то действуете, с вашей-то стороны вы готовы. Да, вы максимально готовы, вы максимально готовы его поддержать, да, пойти на какие-то шаги, но только здесь вы хотите, чтобы он был тоже уверен в этом, он тоже был готов, понял, что вот он должен тоже действовать, не только вы, что он должен быть готов показать свою уверенность, показать свою силу вам, показать вот то, что он готов взять ответственность, готов принять решение, готов в будущее вместе смотреть, и что вы вместе, ну, справитесь, и что не висеть вниз головой, да, а вот действовать уже, потому что здесь на самом деле вот он не слабый мужчина-то проигрывается. Ну и давайте посмотрим последнее, чего все-таки ждать, да, точно. Изменений ждать, ждать изменений. Изменений в лучшую сторону, вы знаете, к более искренним, что ли, любовным отношениям, к тому, что он откроется, если он еще не открылся в своих чувствах, к тому, что он определится в этих чувствах мужчины. И вы смотрите, обязательно выйдет на связь, либо будет какая-то новость от него, встреча с ним, либо какое-то решение, возьмет ответственность на себя, карта ответственности здесь. Поэтому, ну, вот этого я вам желаю искренне, чтобы ситуация прояснилась, да, мужчина взял ответственность, у кого он должен ее взять, принял решение, все как-то уже встало на свои места. Ну и давайте дотянем карту совета для вас, дайте нам совет. А совет, посмотрите, развивайте ваши отношения, вашу страсть, то, к чему вас ведут высшие силы. Сейчас не время разрывать, прерывать. Действуйте, двигайтесь туда, куда вы двигаетесь. Вот то, к чему вы сейчас стремитесь, к тому и идите. И не останавливайтесь на своем пути. Да, здесь двигайтесь вперед, работайте, улучшайте ситуацию, улучшайте отношения, работайте просто физически, работайте, да. Вот то, что важно для вас, делайте это, при этом нисколько не теряйте уверенности в том, что у вас все получится, все будет хорошо. Ну, вот такой расклад у нас получился. Отписывайтесь, пожалуйста, как у вас проигрываются мои расклады. Мне это очень важно в моей работе. Я вам желаю огромного счастья, большой любви. Прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.